Всем привет! В прошлом выпуске мы показали, как к нам приехали саженцы из Калифорнии. Фура, оформление и все немалые те этапы, которые пришлось пройти, прежде чем растения оказались у нас. Но это была только первая часть. Все, финальный этап. Загружаем саженцы во временную камеру хранения. Because if you have solid, like you're putting in solid, there's no way for air to get in between. Yes. But I can't show you on that pallet. That pallet's a whole different size than these pallets. So you suggest to take out all these pallets here, right? And to bring in these pallets. Well, then they can all be stacked the same. You know, you just have to stack these how they're going to fit on the pallets because this stack is designed just for that pallet. Those boxes are made the size they are because they fit on that pallet. You know, I mean, it's all designed. Оказалось, что даже хранение в холодильнике тоже целая наука. Коробки нужно размещать с зазорами, чтобы между ними свободно циркулировал воздух. Помог все организовать правильно Курт Гейнс. Кроме того, важно правильно распределить градусники по всей камере, не только в центре, но и они нужны по краям. Это позволяет точно отслеживать температурный режим в разных зонах хранения. But it's also right here where all of the air. I mean, that's one spot. But you need to know at any time what the temperature is. In different angles. Yeah. Коробок было много и все тяжелые, поэтому операция заняла больше 3 часов. Ну что, сегодня 2 мая, и можно сказать, это уже первая маленькая победа. Мы заканчиваем разгружать, точнее они заканчивают разгружать неимоверно огромную фуру с огромным количеством коробок, но внутри уже наступило спокойствие за то, что так долго ожидаемый нами товар, наконец, дома. Еще, конечно, не совсем дома. Дома это будет, когда уже в полях. Но, тем не менее, он уже на территории Кыргызстана. Представляете? Из Калифорнии в Кыргызстан. Через океан, через море, через 1000 километров. И, наконец, он в Кыргызстане. Сейчас, получается, как логистика прошла. В Калифорнии загрузили товар в трак, потом ее в Джорджии, получается, довезли до Джорджии, из Джорджии перенесли все эти саженцы из трака в контейнер, который с автономным режимом температурным, да? Она вот так пересекла Атлантический океан, дальше Атлантический океан, Средиземное море, она доплыла до Мерсина, потом в Мерсине ее обратно перегрузили в трак, в грузовик. И потом она проехала из Мерсина через Турцию, через Грузию, Армению, Азербайджан, через Каспийское море, через Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и в Кыргызстан. В следующий раз мы хотим полностью купить контейнер с автономным режимом температурным. И вот как его загрузят в Америке, так, чтобы его и привезли. Как бы искать контейнер для хранения тоже не нужно было бы. Да? А сейчас каждый раз как бы это все дополнительные задачи, дополнительные расходы. I think that driver did a good job. He seems pretty level-headed. He was very, you know, we had tea. I mean, he was very hospitable. Just interested in how your procedure goes. You know, here, you know, it becomes real critical to know what it is that they're going to look for. I used to meet every year with the phytosanitary people from Mexico. You know, it was a big deal, you know, and they would come up and look at the plants
when they were still in the field. We would like to suggest some new procedures for our Ministry of Agriculture, how to build this system, which will be more efficient than now. Most serious pest problems in the world that cost billions and billions and billions of US dollars a year to control have been problems that have been introduced into a new geographical area where there isn't any natural predators or enemies, or because the way it works in the world of biology is there is something that eats something else, and everything is kept in check and balances because everything has its predators except for man. And man gets to deal with other men that are predators. There's a corn ear borer in the United States, and in the corn belt, and corn, maize is native to the Americans, and it's one of the few crops that is native, and so corn became native there. It grows really well in hot, humid type of situations like around the Corn Belt and areas in Mexico and South America. And so when the Europeans came, they brought their bugs, and there was some insect that decided, boy, I really like that corn, and that's what I'm gonna devour. And so it wasn't a native species that became the number one pest that was costing billions of dollars to control. It was something that had been inadvertently brought into the country. I mean, people didn't know either. I mean, bring horses and hay and feed and whatnot from, any other country where you're going, and you get it introduced into a new territory where there's no natural predators. Yeah. And I've seen that with some different wheat crops, that, my goodness, there was puncture vine. In fact, most of these were introduced from Turkey in the Middle East. California star thistle was a big weed problem. Made some really good honey, but it was introduced literally from Turkey. А еще эта неделя запомнилась тем, что Телег съездил в Италию на крупную международную выставку, посвященную овощам, фруктам и передовым агротехнологиям. Эта вот компания, у нее очень интересная бизнес-модель. Они что делают? Они, получается, сдают в аренду вот такие вот ящики, которые складываются. Видите, у них есть штрих-коды. И по этим штрих-кодам они дальше их берут, дальше, получается, их моют, обслуживают, и экспортеры вообще не парятся. То есть, например, что мы видим, то что такие ящики должны идти к нашим фермерам. Фермеры должны там ложить свои пластиковые контейнера собранные, а потом дальше это все привозится в прикулинговую зону, а в прикулинговой зоне вот эти уже пластиковые контейнеры, они перемещаются в уже одноразовые картонные коробочки. А это уже многоразовый ящик, который должен постоянно циркулировать в системе. И в рамках этой поездки состоялась встреча с представителями итальянской компании, у которой мы решили приобрести грядообразователь. Мы приехали в компанию Cosmeco, берем вот это оборудование. Называется B1S. Это грядообразователь. Это, наверное, первый грядообразователь в Кыргызстане, который будет вот с вот такой вот высотой. Высота 55 сантиметров. Будем новые кыргызские стандарты вводить. С возвращением! Доставка грядообразователя ожидается в ближайшую неделю. Если техника приедет вовремя, следующий выпуск мы посвятим, конечно же, ее обзору и
первому запуску. Нам нужна еще одна модификация, которую нам нужно чуть переделать. Вот ту грядку, которую они сейчас нам, грядообразователь, который нам делают. Ну, для начала, мне кажется, это все хорошо, но на будущее, я думаю, мы его еще можем модифицировать по нашему желанию. То есть им запрос отправить, и они уже... Ну, я им уже сделал, да. То есть я им еще дал пожелание так, чтобы угол был не под таким наклоном, а более 90, более прямым углом. Если же доставка задержится, расскажем о не менее важной теме – о водных ресурсах. Почему дефицит воды становится все ощутимее и какую роль может сыграть ягодоводство в вопросах экономии и устойчивого сельского хозяйства. Так что оставайтесь с нами, ставьте обязательно лайки, комментарии, подписывайтесь. Впереди только самое интересное.